Фаворит этого месяца. Мы вернулись домой. Розыгрыш 20 тысяч. Всем привет! Сегодня необычное начало влога. Я сейчас в лавандовом поле. У нас закат. И мы с Лёшей находимся в Сергаче. Это Нижегородская область. У Лёши тут живут и бабушка с дедушкой. Мы приехали вчера их навестить, помочь по деревне, знаете, вот этим всем штучкам. Плюс завтра мы едем вообще в другой город, в Казань, по одному важному делу. Вы только посмотрите, какая красота! Тем временем Лёша в таком живописном месте заливает омывайку. Его вон тоже комары закусали. Еще хотела показать вам стакан, который подарила мне подружка. Он термостойкий, то есть здесь и горячие напитки, и холодные напитки удобно возить. Я его вот всегда теперь ношу с собой. Вожу и чаек, кофе, и даже просто воду. Смотрите, как там красиво светит солнце. Вот, фирма здесь вот такая, но моя подруга, по-моему, заказывала оффлайн. Но на самом деле вот этот стакан очень удобный, мне прямо понравилось им пользоваться. Ладно, приедем. Заклеим. Здравствуй, девочки. Мы уже уехали из Сергача, сейчас направляемся в Казань. Я еду проверять свое зрение, и если все хорошо, то делать коррекцию зрения. Я немножечко поспала, и мы оказались в Казани. Как хорошо, когда ты не за рулем. Чтобы я не переживала, здесь вон пионы есть. Сразу же настроение поднялось. Вот я линзу уже где-то год или два, то есть 5 очки ношу. Сетчатка на потолок смотрим. Ярко-ярко, я вас не трогаю. Сетчатка хорошая. Роговица, конечно, суховатая. И после операции вы будете капать капли увлажняющие месяца 2 точно. И самый маленький доступ это 2 миллиметра. Меньше уже сделать невозможно. Я только что вышла с обследования. Мои глаза выглядят вот так. Они в шоке. У меня теперь дикая светочувствительность. И завтра в час у меня операция. Мы заселились в отель. По вашей рекомендации в Телеграм я нашла это место. Единственное, сейчас уже темновато, поэтому рум-тур я проведу утром, когда будет светло и хорошо видно. Наш номер 209. Что-то принесли. Нам сейчас звонили в дверь. Вау! Это что такое, нам подарок, что ли? Приветственный комплимент от отеля. Красота. Ну вот это макарун, это халва, а вот это что такое, интересно? Типа медовик. Сейчас принесу. Решили покупаться в бассейне. Он здесь до 10 и немножечко отдохнуть. Кстати говоря, сразу в халатах. Спускаемся на -2 этаж. Лёш, какой серьезный, как всегда. Надеюсь, это мой последний раз, когда я купаюсь в бассейне в очках. Вышли погулять по ночному городу. Ага, не Хогвартс.
но солнечно. I've seen the signs, black and white, and on the screen. Я сейчас еще каждое утро стараюсь дышать диафрагмой, потому что у меня с ней будто что-то не то. Поэтому, надеюсь, это поможет, но в любом случае я собираюсь также к врачу сходить, потому что это уже не первую неделю. Такая здесь красота. Смотри, какая пачка нутеллы. Нам такой хватит. Но у меня прямо глаза разбегаются. Я на завтрак взяла себе разные сыры, глазунью и овощи на пару. И взяла круассан с маслом. Алёша уже почти все доел. А еще я обожаю вот такие сырые желточки. Это просто моя любовь. Я всегда, когда жарю глазунью, всегда оставляю вот такой вот желток. Пока за окном день и солнышко, давайте проведу вам рум-тур и покажу, где мы будем жить 2 дня. Вот так мы попадаем в номер. Здесь очень высокие потолки и сразу же много света. Несмотря на то, что окна, в принципе, не очень большие. Здесь разные интерьерные мелочи, наши мелочи. И вот тут вот, кстати говоря, рабочий стол или обеденный стол. В общем, все в одном. Здесь есть разные чаи. Мой любимый Эрл Грей, но его уже нет, потому что я все выпила. Кстати говоря, вот эта занавеска почему-то не поднималась. И я вот так вот сделала, но, скорее всего, мы обратно ее опустим, потому что как-то эта конструкция выглядит опасно. Но на самом деле я люблю полностью открывать окна, убирать все шторы, чтобы свет полностью проникал, и я видела вот это голубое небо, солнышко. Далее основная комната и спальня, и гостиная, которая огорожена от входа вот этим вот стеллажом. Самое главное — это огромная кровать с мягчайшим матрасом. Спать здесь было одно удовольствие. Я прямо выспалась, мне кажется, за 7 часов, больше, чем за 10. Над головой здесь вот такой вот арт-объект. На самом деле, мне кажется, и без него хорошо выглядело бы. Ну и с ним тоже, в принципе, он сочетается с лампами и другими темными элементами. Лёша обычно спит с правой стороны, а я с левой. И около моей головы лежат беруши, потому что я чаще всего сплю с берушами, особенно когда какие-то минимальные звуки. Чтобы хорошо высыпаться и ничего не слышать, я частенько предпочитаю спать с берушами. Такая привычка у меня со времен, когда я жила с родителями, потому что моя комната находилась, можно сказать, на проходной, и там была стена не капитальная, а такая, можно сказать, картонная. И поэтому, когда они рано вставали, может быть, в 5, в 6 утра, я все слышала. И чтобы высыпаться, я надевала беруши. Окна у нас выходят не прямо-таки на город, здесь какая-то крыша, но на самом деле мне нравится, что видно голубое небо, в то же время нас никто не видит, и можно спокойно ходить. С другой стороны кровати вот такой вот вид, телевизор, который крутится и в сторону кровати, и в сторону дивана, но как он убирается полностью, мы так и не разобрались. Лёша расположился вот на таком ярком диване, который здесь служит акцентом, и прозрачный столик. Я вот люблю такие журнальные столики. Вот такие вот столики я тоже люблю, которые удобно можно подставлять к креслу или, может быть, к дивану, к кровати и ставить сюда какие-то напитки, еду даже. Еще одно окно и еще одно окно. И давайте переместимся в интересную часть этой квартиры. Это ванная комната, которая имеет окно. Это моя такая некоторая мечта — жить в квартире, может быть, в доме, где есть окно в ванной комнате. Я как человек, который обожает свет. Чем больше света, тем я счастливее, радостнее. А в ванной комнате я провожу достаточно много времени, пока собираюсь, моюсь, крашусь, и поэтому вот это еще одна, можно сказать, радость, которая поднимает настроение. И еще один классный момент — это то, что здесь 2 раковины. Мы определили, что правая моя, а левая Лёшина. И мои уходовые средства также расположились справа. Я вам попозже покажу все, что я взяла с собой. И левые уходовые средства расположились слева. Если вы думаете, что подарить
звонить своему молодому человеку, и он, например, укладывает волосы, то вот эта вот паста очень хорошая. Здесь отель с разными эко-штучками, включая зубные пасты, которые вот такие вот твердые, то есть там такая капсула, вот такая, и при помощи нее уже можно чистить зубы. Огромная ванна с пузырьками. Я уже здесь мечтаю помыться, потому что у нас дома, насколько вы знаете, только душ, и ванна для нас это некоторая роскошь. И вот такие вот здесь средства для мытья. Даже есть соль для ванн. Плюс есть душевая кабина с тропическим душем, и здесь дверь закрывается. Но вот в туалете двери нет. Но насколько мы поняли, здесь потому что одна единая ванная комната, и в туалете, в принципе, дверь не нужна, а вот в душевой она сделана, чтобы капельки не брызгали и не попадали сюда. Но я бы, конечно, предпочла, чтобы здесь тоже была дверь, потому что как-то уж слишком много пространства. Обожаю, когда есть места для хранения, и мы убрали сюда все свои вещи, чтобы они не мозолили глаза и не создавали визуального шума. Сейчас я буду собираться на операцию. Я на самом деле немного переживаю, но стараюсь отпускать эти мысли, потому что по опыту моей жизни вот эти лишние переживания, они ни к чему хорошему не приводят, они наоборот как-то мешают. И практически в 100% случаев все всегда хорошо, и я зря переживаю. Поэтому я приняла для себя решение, что надо меньше переживать, спокойнее относиться. Я сейчас сделаю небольшой уход за лицом. Краситься мне перед операцией нельзя, но все-таки хочется выполнить какую-то рутину, которая настроит меня на день, что он будет обычным, что все пройдет хорошо. И эта операция лишь часть моей рутины. А вот актимельку я сейчас выпью. Ты тоже актимель решил выпить? Все-таки я немножечко переживаю. У меня в животе как будто какие-то бабочки тревожные. Я оделась в самую комфортную, любимую одежду, чтобы чувствовать себя, соответственно, тоже комфортно. Мы выходим. Это было очень быстро, и страшнее была сама подготовка. Я, правда, сейчас не вижу, у меня немножечко в тумане, но попозже я уже вам расскажу более четко. Лёша меня там преданно дожидается. Нет, в целом эта боль такая терпимая. Ну, то есть это дискомфорт больше, наверное, больше не боль. дискомфорт, да. Как будто вот глаза щиплет, как будто лук режешь. Вот, да, наверное, как будто лук, даже чуть меньше, чем как будто лук режешь. Сейчас едем в отель, я буду отдыхать. Сказали 2-3 часа отдыхать. Лучше поспать в идеале, но мы выспались. Если бы я знала, то поспала бы поменьше, чтобы с легкостью сейчас уйти в дневной сон. Мы вернулись домой, и посмотрите, как красиво здесь все залито солнышком. Такая красота. Мне даже интерьер не настолько важен, насколько здесь главное, чтобы было чисто, минималистично и было солнышко. Сразу же очень и очень красиво. А Лёша сейчас, пока я отдыхаю, будет здесь принимать ванну. У него будет вообще кайф. А мне пока что, к сожалению, нельзя принимать ванну, душ и другие банные процедуры, которые могут вызвать всякие там размножения бактерий в глазах. Конечно, солнышко я люблю, но сегодня оно мне не очень показано пока что. Сейчас я воспользуюсь очень полезной функцией. Это, Лёш, как она называется? Штора опускать. Нет, по-другому. Blackout. Blackout. Полностью сейчас... Ой. Полностью у нас сейчас будет темно в этой комнате. И я смогу полноценно отдохнуть. Пока что я выгляжу вот так. Показываю вам все как есть и разделяю с вами эти мгновения своей жизни. Очки упали. Сегодня я сплю. Доброе утро! Я вижу этот мир. Представляете, это такое далекое и забытое чувство. Все дискомфортные ощущения практически исчезли, то есть стало уже гораздо лучше, чем вчера. Вчера я старалась как-то больше отдыхать, не напрягать глаза и расслабиться. Сегодня мне еще предстоит финальное обследование. Будут смотреть, как у меня все заживает, как обстоят дела и, наверное, расскажут дальнейшие мои действия, уход за глазами. Я планирую снять отдельное большое видео про свое зрение, некоторая моя история, подготовка к операции, как я решилась, больно это, не больно, поэтому, если вам интересно, чтобы я сняла такое видео, обязательно пишите в комментариях. Я думаю, что в этом видео я смогу также ответить на некоторые ваши вопросы, какие у вас возникают по поводу лазерной коррекции зрения. Ну а сейчас я с вами хочу сделать небольшой уход за лицом, покажу, что я взяла с собой, какой минимальный набор своих самых любимых средств на данный момент.
Во-первых, это, конечно же, пенка. Пенка у меня сегодня с собой Пайо. Если вы следите за мной давно, то знаете, насколько я обожаю пенки для лица. Это самый нежный формат для очищения за кожей. Я ее использую и утром, и вечером. Вечером перед пенкой я использую гидрофильный бальзам. У меня вот такой вот. Наношу его на сухую кожу, и тем самым смывается любой, даже стойкий макияж, плюс SPF кремушки. И уже затем использую второй этап очищения, это как раз-таки пенка. Обычно я ее использую на все лицо, на глаза в том числе. Но сегодня я постараюсь обходить глаза стороной, аккуратненько вот так помою все лицо. И на самом деле мне очень приятно и радостно, когда мои рекомендации кому-то откликаются, потому что я действительно стараюсь обычно советовать все самое любимое, самое лучшее. Далее также 2 раза в день я использую двойную сыворотку от Clarins. Выдавливаю 1 капельку. Здесь можно выбрать маленькую и большую капельку в зависимости от вашей кожи. Вот такая вот текстура. И хорошенько разогреваю в ладонях. Затем вот так прикладываю. В составе здесь очень много натуральных, хороших компонентов, которые вот как раз-таки после разогревания в ладонях лучше впитываются. Вначале я наносила эту сыворотку неправильно, просто растирала по лицу, потом прочитала, как правильно, и заметила, что вот так гораздо лучше, и эффект сразу же стал более заметен. Далее могу где-то вот так вот подтереть немножечко. На самом деле это легендарная сыворотка, но я начала ее использовать только когда у них вышла обновленная версия, вот буквально в мае, с облегченной текстурой, и она подходит на любой тип кожи, особенно классно на лето, максимально легкая, но при этом дает максимальный эффект. Для себя я заметила, что она имеет накопительный эффект, и кожа выглядит как-то напитаннее, здоровее, и вот такое вот у нее сияние. В дополнение к этой сыворотке я стала ухаживать за глазами. Также выдавливаю капельку, и здесь уже крем в составе. Сегодня я нанесу аккуратно, подальше от глаз, прямо совсем чуть-чуть, а обычно я наношу и вот сюда, и поближе к глазам, чтобы был максимальный эффект. Пишите в комментариях, используете ли вы дополнительный уход для глаз, потому что в одно время я использовала, потом года на 2-3 совершенно перестала использовать, и вот сейчас снова вернулась, и на самом деле мне нравится. Недавно была в магазине косметики, и мне попался такой хороший консультант, мы минут 10 с ней общались, учитывая то, что я совершенно не собиралась ничего покупать, и она это знала. Она мне вот как подружке рассказала разные секреты, и она сказала, что именно вот эта сыворотка для глаз содержит какой-то компонент, который защищает от синего света, то есть излучение от телефона, компьютера, ноутбука и телевизора. И благодаря такой функции глаза даже меньше устают. Затем я делаю массаж вот таким роликом Пайо. Ой, он такой холодненький, приятненький. Сегодня я решила не наносить, потому что, во-первых, за окном пасмурно, во-вторых, все-таки не хочется перегружать свое лицо и глаза, потому что сейчас мне предстоит дополнительное обследование. И последнее — это мои духи, одни из самых любимых на лето. Я их сейчас нанесу на волосы, потому что после операции мне нельзя было мыть голову, я не взяла с собой ни сухой шампунь, ничего, и чтобы хоть как-то их освежить, я нанесу духи. Это видео постепенно превращается в бьюти-видео. Вы меня знаете, мне эта тема очень нравится. И последнее, что я вам хочу показать, это резинка. Это стал фаворит этого месяца. Я ее купила где-то 1,5 недели назад. У нее вот этот материал шелк. И раньше я ни разу не покупала такую резинку. Я только слышала, что шелковые резинки это классно, но как-то у меня руки не доходили ее купить, потому что все-таки стоят они гораздо больше, чем обычные. Но на самом деле это такое хорошее вложение в волосы. Она совершенно не дерет волосы. Вы видели, как я сейчас стягивала резинку. Я думаю, что качество волос с ней сохраняется лучше, при этом не появляются посеченные кончики. Наношу гигиеническую помаду, и сейчас мы уже будем выселяться и поедем на мое обследование глазок. Надеюсь, что все хорошо. Здесь красная рыбка со вкусом, как солит моя мама. Вот реально, один в один. Мост. Да, да. Турция? Мост. А, мой мост? Да. Серьезно? Да. Лёш, да ты опять меня обманываешь. Прикалываешься. Да, парковка на видно. Лёш, теперь мы с тобой оба зрячие.
Мы второй раз в Казани, и мне очень нравится вот это место. Здесь так много света, книг и пространств для работы. Мне это напоминает дом Помпиду, который находится в Париже. Там тоже очень много студентов, все сидят, работают. И также там тоже книги, библиотека. Но единственное, там было гораздо тише. Там вообще такая тишина, что вот даже я не стала бы там разговаривать, даже шепотом. Я теперь хочу, чтобы в Нижнем Новгороде открыли похожее место. Я была бы там главная посетительница. Это идеальный формат для меня, где ты можешь концентрироваться. И особенно, если вы часто работаете из дома, то как-то перестроиться и в то же время быть в рабочей обстановке, где все также работают. Guess something inside my soul just couldn't stand to let you walk away so easily. No, no. And maybe in time we can figure out just what these moments. Я обожаю выпечку с лимоном, какие-то десерты с лимоном, и я нашла здесь книгу, которая создана прямо для меня. Лимон от корки до корки. Джадис Шредер. Да? Немного растеряла. Ну хватит. Мы уже дома, я вовсю работаю и тем временем ем Викторию с огорода. А сейчас я хочу провести для вас розыгрыш 20 тысяч рублей в магазине «Золотое яблоко». Вы сможете сделать онлайн-заказ всего, чего пожелаете. Также косметику, которую я обычно показываю, я покупаю именно там. Чтобы принять участие, нужно выполнить 3 условия. Во-первых, быть подписанным на мой YouTube-канал. Во-вторых, быть подписанным на мой Telegram-канал. И в-третьих, написать любой комментарий под этим видео с указанием города, в котором вы живете. И по желанию ставьте лайк и включайте уведомления. Мне, по крайней мере, это будет очень-очень приятно. Я всегда радуюсь, когда получаю от вас такую обратную связь в виде комментария или лайка. Результаты будут в моем телеграм-канале, либо на YouTube в новом видео. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Была рада наконец-то опубликовать новое видео. Пока лето, в обеденный перерыв решила прогуляться около дома. Ну а мы увидимся с вами в новом видео. Пока-пока!